Две серьезные причины досмотреть обзор до конца. Во-первых, это электромобиль, который питается бензином. Как такое вообще бывает? Обещанный пробег на одном баке до 1200 километров. Звучит мощно, проверим, насколько это жизненно. Во-вторых, у нас на тесте обновленный Nissan Qashqai после фейслифтинга. Что именно подтянули, насколько он хорош и держит ли планку один из лучших по соотношению цены и возможностей среди компактных кроссоверов. Разберем все по пунктам, вплоть до двух разных вариантов силовых установок. С вами Томас Авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Перед нами Qashqai в исполнении N-Design. Новая решетка радиатора с мотивом, вдохновленным самурайскими доспехами. Отдельные точки в рисунке, одновременно и современно и с уважением к традиции. Цвет Deep Ocean, глубокий океан. Вживую это скорее темный синий-зеленый. Честно, не уверен, что чем глубже, тем зеленее. Но океанологам виднее. Габаритная длина 4,43 метра. Размер колес от 17 до 20 дюймов. В нашей версии N-Design стоит максимальные 20. Выглядит, конечно, эффектно, но немного забирает комфорт. Я бы лично не гнался за самыми большими. После фейслифтинга у базовых комплектаций все еще остались контрастные черные накладки на арках, а вот у средних и топовых версий они теперь окрашены в цвет кузова. Появились и черные корпуса зеркал, добавляет нужный штрих спортивности. Сзади обновленные фонари с аккуратным точечным рисунком. Современно, лаконично, без перебора. Сегодня главный герой модификация e-Power. Хотя в линейке осталась и привычная версия с турбобензиновым мотором. Чуть позже разберем подробно, как устроена система e-Power. Поверьте, понять принцип действительно стоит. Что до дизайна, тут, на мой взгляд, Nissan попал в самую точку. Не зря Qashqai стал настоящим бестселлером в Европе, особенно в Великобритании, где его, кстати, собирают в Сандерленде. Теперь к моторам, и тут, честно говоря, есть интересный парадокс. Двигатель меньшего объема имеет больше цилиндров. Базовая версия оснащена 1,3 литровой турбированной четверкой. А у нас 1,5-литровый трехцилиндровый агрегат, работающий в связке с гибридной установкой Nissan e-Power. Что это значит на практике? Такой Qashqai выдает 190 лошадиных сил, а в режиме спорт до 202. Разгон до сотни примерно 8 секунд. Батарея здесь довольно емкая для такого формата. 2,1 кВт-часа. Главная фишка системы: машина всегда едет на электротяге. То есть формально это электрокар. Просто без розетки. Бензиновый двигатель служит генератором, подзаряжая батарею. Смысл в том, что ДВС не имеет прямого соединения с колесами. Всю работу выполняет электромотор, а двигатель внутреннего сгорания лишь вырабатывает электричество, работая в оптимальном диапазоне оборотов. Это повышает эффективность и снижает расход. В обновленной версии систему серьезно доработали. Теперь она работает тише, мягче и экономичней. Уровень шума снизился примерно на 5,6 дБ. И это реально заметно. В салоне стало значительно спокойнее. По официальным данным, запас хода до 1200 км. Расход около 4,5 литров на 100 км по циклу WLTP. На деле цифры, конечно, будут чуть выше. Но мы это еще проверим на комбинированном маршруте. Трасса, город и загород. Можно ли считать e-Power полноценной альтернативой электричке? Вполне. По ощущениям, типичный электромобиль, мгновенный отклик, плавный ход. Разница лишь в том, что зарядка происходит на заправке, а не от розетки. И для тех, у кого нет домашнего зарядного устройства, это идеальное промежуточное решение. Вот и ключ. Тонкий, легкий, приятно лежит в руке. Посмотрите на центральные стойки. В отражении даже видно, как ветер раздувает волосы Лии. Мелочь, атмосфера сразу есть, правда? Проверим звук двери. Кнопка бесключевого доступа или просто подходите ближе, и машина сама все делает.
Дверь закрывается с приятным, дорогим хлопком, добротно без лишних вибраций. Все как надо. Верхняя часть дверной карты мягкая, приятная на ощупь, отделка выглядит качественно. В этой комплектации добавили вставки из микрофибры, блок управления стеклоподъемниками и зеркалами. Ниже, как и ожидается, уже жесткий пластик. Теперь в салон одна из главных доработок после обновления. Улучшенная шумоизоляция и утолщенные боковые стекла. Разница слышна сразу. Добро пожаловать в кокпит обновленного Nissan Qashqai. Первое, что бросается в глаза, новый широкий экран мультимедиа с полноценной поддержкой Google Maps. Теперь вся система работает на платформе Google. Голосовой помощник, навигация, интеграция, все как в смартфоне. Можно просто сказать «Привет, ну ты знаешь кто», и система откликнется, не буду произносить, чтобы у вас дома ничего не включилось. Решение, честно говоря, отличное. Nissan просто доверил Google делать то, в чем они действительно сильны. В этой версии микрофибра есть и на передней панели, есть и декоративная вставка. Бардачок на месте, хоть и не слишком большой. В этом тестовом экземпляре установлены кресла с обивкой из натуральной кожи, но точно такой же дизайн предлагается и в варианте из кожзама, с чуть другим узором прострочки. Если честно, я бы выбрал именно его. А может даже базовые тканевые сиденья или комбинированный вариант ткань плюс кожзам. Тут уж кому что ближе по духу и ощущениям. Так можно и неплохо сэкономить. Все-таки Qashqai особенно хорош именно в средних и младших комплектациях. Там соотношение цена-качество оптимальное. Руль классика жанра с физическими кнопками. Приятно, что Nissan не стал превращать все в сенсорное управление. Климат-контроль тоже традиционный. Отдельные крутилки для температуры и скорости вентилятора. И это реально удобно. Подогрев сидений включается отдельными кнопками с индикацией, но работает они только при запущенном двигателе. Мультимедиа простая и логичная, без избыточных меню. И да, есть нормальная крутилка громкости. За это отдельное спасибо инженерам. Сами сиденья плотные, с легким намеком на спортивность. Скорее всего, версия с кожзамом или тканью будет чуть мягче и комфортней. Ниже по центру площадка для беспроводной зарядки, без активного охлаждения, рядом селектор с режимами D и B. В положении B усиливается рекуперация при отпускании педали газа. Есть и кнопка E-Pedal. Включает максимально сильное рекуперативное торможение, а кнопка EV позволяет приоритетно двигаться на электротяге. Хотя по опыту лучше доверить этой электронике, она сама подбирает оптимальный режим. Переключатель режимов дает возможность включить спорт, тогда мощность поднимается со 190 до 202 лошадиных сил. Но эта опция доступна только в версии e-Power. Подлокотник здесь отделан микрофиброй, аккуратно и приятно на ощупь. Открывается в два уровня. Сверху небольшой отсек, ниже основное отделение с USB-C, куда удобно подключить зарядку для телефона. А вот подстаканники, к сожалению, не адаптивные. С водительского места все по старинке, в хорошем смысле. Настоящие физические кнопки, включая круиз-контроль. Ничего не спрятано в экраны, все под рукой. Слева есть отдельная клавиша, нажимаем и попадаем в меню, где можно настроить персональный режим ассистентов водителя. Там же можно отключить тот самый навязчивый сигнал о превышении скорости, обязательный по европейским нормам. Очень полезная функция, честно. Теперь к мультимедиа. Здесь снова полноценная интеграция Google Maps, и это здорово. Остальная часть интерфейса, ну скажем, местами интересная, а местами немного странная. Если по-честному, я бы пользовался только Google картами или просто подключал Apple CarPlay, Android Auto, переходим на второй ряд. Вот тут Nissan реально молодцы. Двери открываются почти под 90 градусов. Очень удобно и для установки детского кресла, и если пассажирам нужно сесть без акробатики. Верхняя часть дверной панели выполнена из жесткого пластика, но в этой версии добавили вставку из алькантары. Нижняя часть снова жесткий пластик, на крайних местах есть крепление Isofix, только вот маленькие крышечки лучше сразу убрать в бардачок, чтобы не потерялись. Центральный подлокотник, как и спереди, аккуратный, но подстаканники опять не адаптивные. Ну и панорамная крыша – отличная вещь. Огромное стекло, ручная шторка, все просто. Сама панорама не открывается, зато шторка действительно спасает в жару. По пространству сзади все в целом неплохо, но без запаса. При моих настройках сидений место для коленей уже на грани. Все-таки Qashqai не из самых длинных в классе. Для сравнения, в Kia Sportage с задним пассажиром немного свободней. Запас по высоте тоже средний, но людям ростом до примерно 1,88 м, 1,89 м будет вполне комфортно. В остальном задний ряд удобный. Посадка правильная, спинка имеет хороший угол наклона. Если выбрать версию с тканевой или комбинированной обивкой,
будет чуть мягче. Теперь багажник, его объем 500 литров, и по продуманности он один из лучших в классе. Есть электропривод двери. Удобно, особенно если руки заняты. Под основной полкой дополнительный отсек. Сюда спокойно помещается чемодан. Ширина проема около метра. Между арками даже чуть больше. Так что загружать крупные вещи легко. Глубина примерно 86 см. А если сложить задний ряд и убрать полку, получаем длину до 1,65 метра. Или вовсе вынуть, а переднюю секцию зафиксировать вертикально, чтобы, например, поставить рюкзак или пакеты, не давая им кататься. Под фальшполом прячется сабвуфер аудиосистемы, но при необходимости оба блока пола можно вынуть целиком, и тогда получаем максимальный объем багажника. Общая высота проема примерно 83 см. Для компактного кроссовера очень достойный показатель. Начинаем тест-драйв Nissan Qashqai e-Power, самой новой версии этой гибридной технологии. Как и было сказано в начале, это электромобиль, который ездит на бензине. И прямо сейчас вы это видите в действии. С этого ракурса возможно незаметно, но на экране приборки отображается, какая часть системы работает в данный момент. Без этой индикации понять сложно. Все переключается настолько плавно, что не ощущаешь, где подключается двигатель, а где работает только электропривод. Сейчас бензиновый мотор запущен, но движение идет исключительно за счет электромотора. В Qashqai e-Power колеса всегда крутит именно электрическая тяга, независимо от того, работает ДВС или нет. Переходы между режимами происходят практически незаметно. На скорости около 50 км в час слышно в основном только шины. Настолько тихо стала работать система. Nissan серьезно поработал над шумоизоляцией и снизил общий уровень звука примерно на 5,6 дБ. И это реально чувствуется в салоне. При сбросе скорости двигатель внутреннего сгорания отключается, а потом вновь запускается при необходимости подзарядки. Все это происходит мягко, без рывков и задержек. Слышен он разве что, если опустить окна или ехать совсем медленно. Тогда можно уловить легкий фоновый звук, когда мотор ненадолго включается. Но в обычных условиях, особенно на малых скоростях, Qashqai движется полностью на электротяге. И если хочется тишины на 100%, можно включить режим EV. Машина будет ехать только на электричестве, пока хватает заряда. По умолчанию рекуперация здесь мягкая, почти не ощущается. Но стоит включить режим e-Pedal, и все меняется. При отпускании педали газа машина начинает заметно замедляться, почти как при легком торможении. Если e-Pedal не активен, рекуперация все равно работает просто через педаль тормоза. Эффект примерно тот же, но ощущения немного другие. В этом режиме отклик более естественный, электромобильный. Сейчас бензиновый двигатель уже отключился, еще до начала спуска. И если честно, вообще не чувствуешь, что что-то изменилось. Понять это можно только по индикации на приборной панели, по ощущениям разницы 0. Дождь усилился, и тут становится особенно интересно. Как только появляется фоновый шум, будь то дождь, музыка или разговор, двигатель перестает быть слышен вовсе. Так что да, Qashqai действительно ощущается как электромобиль, даже когда под капотом работает бензиновый генератор. И во втором поколении e-Power это ощущение стало еще более убедительным. Перед тем, как ускориться, пару слов о подвеске. В городе она ощущается довольно жесткой, особенно с этими 20-дюймовыми колесами. Я бы такие не советовал. Смотрится эффектно, но на повседневных дорогах дают лишнюю тряску. Думаю, вы даже по моему голосу слышите, как машина передает неровности. Да, визуально огонь. Но если выбираете машину на каждый день, лучше рассмотреть вариант попроще. Сейчас двигатель снова полностью заглушен, и это отлично. Рекуперация продолжает работать, что видно по дисплею. Электромотор возвращает энергию в батарею, пока мы катимся. В целом езда получилась максимально спокойной, к этому плавному, почти электрическому характеру привыкаешь буквально за пару минут. Все происходит мягко, тихо и без лишних усилий. Никаких переключений передач,
Никаких рывков. Даже в пробке движение ощущается естественно. Чуть покатился, слегка добавил газа, плавно замедлился. Полная гармония. Идеальный формат для повседневных поездок, особенно в городе. А теперь немного автобана и динамики. Выезжаем, разворачиваемся почти на 180 градусов и дальше полный газ. Но сначала посмотрим, как Qashqai ведет себя при выходе из поворота. Подвеска настроена ближе к жесткой, из-за чего появляется легкий спортивный акцент в поведении. Руль точный, с хорошим усилием и понятным откликом, управлять приятно. Вот, например, серия плавных S-образных поворотов, машина держится уверенно, без раскачки. На ровном покрытии крупные колеса даже помогают, улучшают устойчивость и добавляют стабильности. Но стоит попасть на неровности или стыки, и жесткость тут же дает о себе знать. Скоро заезжаем в тоннель, отличный момент, чтобы оценить интерьерную подсветку. Она мягкая, ненавязчивая, создает уют, но не отвлекает от дороги. В целом впечатление остается очень приятным. Ощущение легкости, плавности не покидает ни на секунду. А вот теперь самое интересное. Посмотрим, как Qashqai e-Power поведет себя при полном нажатии на газ. Не появится ли то самое знакомое вариаторное жужжание, когда двигатель просто тянет в одном тоне. Проверим, должно быть любопытно. Пока впечатление такое, ездить на Qashqai e-Power действительно приятно и расслабленно. Вся эта концепция, когда двигатель работает только генератором, а колеса крутит электромотор, отлично себя показывают в повседневной жизни. В потоке, по городу, на пригородных дорогах. Все происходит плавно, логично и без суеты. Но выдержит ли такая схема настоящий экзамен автобана? Но перед тем, как нажать газ в пол, пару поворотов для разминки. Вот этот, например, градусов под 90, хотя нет, скорее всего 180. Руль крутится естественно, реакции понятные и предсказуемые. Машина отлично слушается, без запаздываний и излишней нервозности. Теперь двигатель снова запустился и, как обычно, почти незаметно. Даже сейчас, когда дождь стих и в салоне тишина, слышно его едва-едва, где-то на фоне. Подъезжаем к светофору, двигатель выключается. Слышала? Нет. Даже Лия не услышала. А у нее, между прочим, слух отличный. И что характерно, не только слух, у нее вообще внимание к деталям завидное. Посмотрим, заметит ли она, когда мотор снова включится при разгоне. Теперь заезжаем в тоннель. Хороший момент, чтобы рассмотреть подсветку интерьера. Особенно красиво выглядит полоса вдоль двери пассажира и контур вокруг селектора передач. Актуальная тема оформления называется Ocean Deep в тон нашему кузову. Очень атмосферно, особенно в полумраке. Переключаемся в режим спорт, приборы тут же загораются красным, пока двигатель внутреннего сгорания спит. Но стоит нажать на газ, и он проснется. Подождем, пока выйдем из туннеля, чтобы вы могли услышать, как это звучит. Итак, 80 км в час. Поехали. «120, 150, 170 км в час. Думаю, достаточно. Даже на такой скорости в салоне по-прежнему тихо. После 170 слышно чуть больше ветра, но это абсолютно нормально для кроссовера этого класса. С учетом цены и категории более чем достойно. Разгон ощущается по-электрически мгновенным. Тот самый характерный толчок вперед, без задержек и переключений. Бензиновый мотор при этом остается фоном, легкий, ненавязчивый гул, никаких визгов или вариаторного воя. Даже при активном ускорении Qashqai остается удивительно тихим. На комфортной скорости около 130 км в час машина идет ровно, плавно и расслабленно. Отличное ощущение устойчивости. Вот, отпуская педаль газа, двигатель внутреннего сгорания тут же выключается и через пару секунд снова включается. На таких скоростях переходы почти не ощущаются. Разве что мелькнет индикация на дисплее. Подвеска тоже справляется отлично. И снова тишина, двигатель заглох, мы катимся чисто на электротяге. Стоит лишь чуть нажать на газ, мотор мгновенно запускается. Эти циклы происходят постоянно. Но все настолько плавно и незаметно, что едешь как на настоящем электромобиле. Забавно наблюдать, как при резком разгоне Qashqai реагирует мгновенно. Прямо как настоящий электромобиль. Ты нажимаешь на педаль и сразу получаешь тягу без пауз и провалов. А звук бензинового двигателя слышен лишь слегка. Скорее легкий фон, чем реальный моторный голос. Если сравнить с предыдущим поколением e-Power, разница просто колоссальная. Система стала значительно тише и мягче. У Honda, кстати, есть похожая концепция.
но там двигатель внутреннего сгорания при определенных режимах может напрямую вращать колеса. А Nissan пошел другим путем. Здесь электромотор всегда отвечает за движение, а ДВ служит только генератором, вырабатывающим электричество. Ход смелый и, честно говоря, очень удачный. Первая версия e-Power выглядела перспективно, но не до конца убедительно. А вот во втором поколении инженеры Nissan серьезно доработали систему. И теперь это полноценная альтернатива не только классическим гибридам, но и электричкам, особенно для тех, у кого нет домашней зарядки. Но важно другое. Как это все работает в реальной жизни. На разных скоростях, в городе, на трассе, в пробках. И главный вопрос. Стоит ли игра свеч с точки зрения расхода топлива? Результаты, честно говоря, говорят сами за себя. И по средним цифрам, которые мы получили, расход топлива около 5 литров на 100 километров. И для кроссовера такого размера это честно отличный показатель. Если держать стабильный 130 км в час по трассе, расход поднимается примерно до 6 литров, что все равно очень хороший результат. В целом система работает именно так, как задумано. И лучше всего она раскрывается при спокойной езде. Город, пригороды, умеренные скорости на шоссе – вот ее идеальная среда. А в странах, где максимальная скорость на автомагистралях ниже, чем в Германии, эта схема вообще ощущается максимально уместно. Да, Qashqai действительно ведет себя как электромобиль. Мгновенный отклик, плавность, тишина. Только вместо розетки у вас обычная заправка. Отличное промежуточное решение для тех, у кого пока нет возможности заряжать электрокар дома. На ходу полное спокойствие, никаких переключений, никаких толчков, только ровное плавное движение. После рестайлинга Nissan заметно улучшил шумоизоляцию, поставил более толстые стекла и серьезно доработал саму систему e-Power. Теперь она работает еще тише, мягче и естественнее. Снаружи отличная работа дизайнеров, современно динамично с характером. Внутри добротные материалы, аккуратная сборка и общее ощущение качества. Лично я бы выбрал сиденье без натуральной кожи. Альтернатив хватает. Есть варианты из кожзама, тканей или комбинированные решения. И выглядят они не хуже. Если искать минусы, пожалуй, только одно. Эти самые 20-дюймовые колеса. Цена начинается примерно с 34 тысяч евро и доходит до 50 тысяч за полностью оснащенную версию e-Power. Даже в топовой комплектации Qashqai остается логичным и сильным предложением. Главный конкурент Kia Sportage с аналогичной конфигурацией и ценой, а Volkswagen Tiguan окажется чуть дороже. Итог. Nissan Qashqai e-Power – это умная, тихая и по-настоящему расслабляющая альтернатива.